Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Близнецы. Мы посмотрим сферу отношений, любви, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим совет или предупреждение от Таро, советы от оракулов, и в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Близнецы, вторая половина октября. Близнецы, вторая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ох, у вас две девяточки. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас происходит. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. А что у вас будет происходить в конце октября? И совет или предупреждение от Таро. На дне колоду башни. У кого-то здесь переезд. Угу. Сделка, покупка, продажа, смена недвижимости. Да, у кого-то может быть потеря работы или развод. Я вообще этих карт здесь не увидела. Так. Здесь у вас ложится король кубков и башня. Здесь может быть какая-то неожиданная... Я уточню короля кубков. Да, у кого-то может быть разрыв в отношениях. Или у кого-то реально сделка, покупка, продажа недвижимости. Может быть, король кубков — это человек, который поспособствует этому. Может быть, это ваш родственник или человек, который к вам хорошо относится. Башня. Так, хорошо, давайте посмотрим сюрприз, неожиданность, близнецы. Вторая половина октября. Здесь у кого-то неожиданный уход с работы. Может быть, какое-то предложение поступит вот от этого короля. Ну, скорее всего, выгодное. Трудовой договор или какая-то крупная сделка. Это может быть что-то еще, какие-то заказы, например, связанные с государственными деньгами. Так что еще, может быть, вы отказываетесь. Ну, тут у вас будут сомнения, уходить, не уходить. Но, скорее всего, по башне это нужно будет принимать решение быстро. Так, ладно, не будем забегать вперед. Но, скорее всего, здесь что-то связано с работой. Вот почему карта говорит, надо быстро действовать. Вот, коса. Тут нельзя колебаться. Но вот это приведет вас к реализации, то ли в карьере, то ли в творчестве. Солнце, да, это вообще решение всех проблем. Просто вас будет, может быть, останавливать вот эти сомнения, колебания, вот эти двойки, которые мы здесь видели, что вот, а вдруг я сейчас вот уйду с этой работы, на которой я есть, хотя здесь какая-то борьба. Постоянно нужно было вот от кого-то отбиваться, то ли это конкуренты, то ли это завистники какие-то, или проверяющие. Вот постоянно нужно было что-то... Ну, перемены здесь идут, да, тут, скорее всего, с работой. Но это вот предложение от какого-то человека. Ну, этот человек хорошо к вам относится. Но мы еще уточним лесу, да. Здесь может быть, конечно, и какой-то обман. Но солнце говорит, что даже если что-то произойдет, будут какие-то преграды или какая-то манипуляция, но все равно вы этот вопрос разрешите в лучшую сторону. Да, в начале этих 15 дней у вас ложится девятка кубков.
Да, карта может показывать исполнение вашего желания. Может быть, это нахождение работы или получение вот предложения руки и сердца. Да, у кого-то здесь может быть или переезд, смена места жительства, а у кого-то может быть здесь подготовка к свадьбе. Да, вот вы получаете наконец-то предложение руки и сердца. Но также это может быть ваше ожидание. Если это ваш настрой, то вы очень позитивно сейчас настроены. Может быть, вы в отпуске, может быть, где-то отдыхаете, хорошо проводите время. Или вы ждете приглашения вот на какой-то праздник. Или вы ждете исполнения вашего желания. Но так как здесь человек один, это именно исполнение вашего личного желания, может быть. Или для тех, например, кто в поиске, может быть, вы сейчас занимаетесь там своей карьерой, бизнесом, работой. Как бы у вас все спокойно, благополучно. Но здесь у вас карта предупреждает, что вы на пороге новой любви. Вот для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке, здесь или какие-то праздники, может быть, дни рождения, может быть, кто-то отмечает помолвку, да, подготовка к свадьбе. Кто-то, может быть, празднует новоселье, окончание ремонта или, может быть, переезд. Или окончание, например, строительства. Это вот когда у нас в доме случается какое-то радостное событие, и мы украшаем наш дом, приглашаем гостей, друзей, родственников и что-то отмечаем. Поэтому здесь какие-то приятные, радостные события. Для тех, кто в поиске любви, да, карта говорит, вы на пороге нового чувства. Вот вам совет говорят, что это влюбленный, здесь будет и страсть, но здесь будет и чувство. Здесь еще карты говорят, может быть, у вас сейчас решаются какие-то ваши карьерные амбиции, и вы на свою личную жизнь не обращаете внимания. Но здесь вот карты говорят, что придет в вашу жизнь человек, и вот в конце 15 дней, здесь еще король кубков, мужчины могут сами влюбиться, а женщины встретить такого короля. Может быть, вот башня говорит, что вот вы сейчас посвятили себя полностью работе, но в ущерб, может быть, своей личной жизни. То есть вот вы строите планы, какие-то у вас еще новые идеи, новые замыслы. По башне это может произойти неожиданно. Так, давайте я вот одну карту на девятку выложу. Тут император приходит, да. Да, тут на пороге император. На пороге вас ждет любовь. Да, обратите внимание. А вот для тех, кто работает, да, здесь уход с работы. Или здесь, если вы на себя работаете, может быть, был какой-то заказ, но что-то как-то вам некомфортно было. Вам приходилось, то ли, я говорю, клиент какой-то, может быть, попался, неадекватный, то ли вот на работе какие-то проверки, какие-то, может быть, еще завистники, да, соперники. Вот с кем-то вам приходилось постоянно бороться. Здесь карта говорит, что вы резко уходите с одной работы, Солнце, приходит какое-то новое предложение. Может быть, создание бизнес-партнерства. Вот я говорила про этого короля. Или здесь от этого короля идет предложение по работе. Но принимать решение вам нужно будет очень быстро. Но так как ложится Солнце, это какое-то очень выгодное предложение. Вы уходите вот от этой борьбы. Давайте вам совет посмотрим. Да, новое предложение. Может быть, сомнение в том, что какая-то другая совсем сфера деятельности, потому что здесь еще вам нужно будет обучаться, набираться опыта. Но здесь хорошие перспективы. И перспективы карьерного роста, и рост вашей финансовой стабильности. Это занять очень прочное положение. Для женщин это может быть предложение, связанное там, стать бухгалтером, может быть, недвижимость, банковская сфера. Это вот то, что стоит на земле, да, это материальные блага. Поэтому я говорю, здесь тут еще самое главное, если вам что-то предлагают, слушайте свое сердце. Если реально вас туда тянет, то все равно здесь какая-то борьба была, да. Какие-то вы здесь постоянно преграды преодолевали. Хорошо. А для тех, кто в поиске работы,
Да, Луна может говорить о безработице, о нестабильности. Луна вообще вот это какая-то скрытость, неясность, да, что будет дальше. Но у вас тут тоже ведь Солнце-то выглядывает. Конечно, это может Луна говорить еще о каком-то творческом проекте, о котором вы сейчас размышляете. Может быть, здесь вам кто-то предлагает этот творческий проект воплотить в жизнь. Может быть, просто предлагают помощь или бизнес-партнерство. Давайте уточним Луну. Вот смотрите, Луна ведь еще может показывать какие-то ваши сомнения, колебания, получится, не получится. Может быть, что хотите что-то начать, но очень много сомнений, переживаний. А здесь то ли нужно одержать победу над собой, то ли вам что-то предлагают по работе. Это может быть пройти какой-то конкурсный отбор, то есть вас признают, вас примут на эту работу. Тут самое главное, убирайте страхи и неуверенность. Все у вас получится, вас признают. Но тут или вы сами эту работу находите, или все-таки вам кто-то что-то предлагает. А по деньгам у нас здесь хорошее материальное положение, стабильность. И если эта карта показывает вас, это может быть траты какие-то на дом, вот может быть украшение дома. Если вы тут переезжаете, ну это покупки в дом, красивые вещи, мебель, там, чтобы создать вот комфорт. Также это для кого-то, как я говорила, может быть занять должность, вот, связанную с финансами, с недвижимостью. Или здесь по деньгам идет помощь. Как правило, это или ваша мама, если вы молодые люди, или это может быть одобрение ипотеки, банкир, или решение вопроса с недвижимостью. Может быть, это женщина, которая поможет вам вот, купить, что вы хотите. То есть это может быть риэлтор. Так, и в конце 15 дней ложится король кубков. Король кубков с башней и со сделкой, да, с подписанием каких-то официальных документов. У кого-то здесь помощь этого короля в переезде, у кого-то здесь может быть, у кого-то здесь может быть развод. Так, а еще это, конечно, смена работы. Давайте мы уточним. У кого-то здесь при помощи этого короля тут или рождение ребенка, это может быть врач, или здесь зачатие. Вот с чем у вас это желание-то было связано? Коса-то это может быть и какая-то небольшая операция. Специалист. Какой-то специалист поможет вам вот решить ваш... Нет, не решить, прошу прощения. Исполнить ваше желание, внести ясность в какой-то вопрос. Но Солнце у нас может быть связано и с любовью, и с работой, но еще и с деторождением. У кого-то здесь от этого короля идет помощь, поддержка. Может быть, он что-то вам обещал, вы ждали. Старший аркан мир – это смена одного этапа нашей жизни и начало следующего. Да, у кого-то здесь зачатие, рождение малыша, то есть вы меняете свой цикл жизни, вы становитесь родителями. У кого-то здесь наконец-то предложение, подготовка к свадьбе. Вот. У кого-то может быть здесь какая-то ситуация, связанная с миром. Да, мир это может быть поездка, переезд, иммиграция, да, по миру. Или это интернет. Также это может быть смена работы. Да, но тут что-то такое как-то неожиданное это. Хоть вы и готовились к этому, но все равно это произойдет неожиданно. Кто-то получит тут приглашение, какие-то официальные документы, вот может быть куда-то уехать. Но это если кто планировал. Так, хорошо. И в совет предупреждения нам ложится старший аркан влюбленные. Но в первую очередь это выбор. Если вы встанете перед каким-то выбором, карта говорит, не позволяйте никому на вас как-то давить, вас к чему-то принуждать. Здесь вы должны делать выбор только сердцем, то есть только сами. Ну или в паре со своим, например, любимым человеком, если вы, например, замужем или в отношениях.
Также здесь совет предупреждения. Если вам в одиночестве реализовать что-то тяжело, значит, вам нужен партнер. Это партнер может быть в бизнесе, в работе, в каких-то, может быть, проектах, планах. Или вам нужен партнер по жизни. Поддержка и опора. Вот как император. Так, хорошо. Совет для близнецов от Веканского оракула, вторая половина октября. Так, это у нас имболк, карта перевернута. Необходимо время, прежде чем ваши мечты или желания смогут быть воплощены в жизнь. Уделите больше времени предварительному планированию и не торопитесь. Так, хорошо, еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Близнецы, вторая половина октября. Passions. Passions – это забота, это еще спокойствие и терпение. Да, вот карта говорит, наслаждайтесь своим путешествием, а не самой уже вот той целью, к которой вы идете. То есть здесь для вас важен сам процесс, а не результат. Для вас сейчас пришло время научиться терпению и избегать соблазна вот этого мгновенного исполнения желаемого. Карта вас призывает замедлиться, не торопиться. Что-то хорошее уже происходит, просто вы пока этого можете не видеть. Здесь вам тоже карта советовала не торопиться и что-то ждать. Да? Вот какие-то дела решаются. Вот семерка, она говорит, нужно набраться терпения. Такой для вас совет. И давайте посмотрим маятник для близнецов. Маятник, ответь, пожалуйста, близнецам на вторую половину октября на их запрос, да или нет. О чем вы не спрашивали? Что у меня получается ровно. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.